За профессиональным столом нет, потому что у меня отработанная тактика. Дорогие друзья, тут нечаянно меня Андрей спросил, по какому я виду спорта была чемпионка, и я ему сказала. И я просто тоже чемпион института по гиревому двоеборью. Да? Поэтому мне как бы не стыдно Так это с Викторией. но если... Ну, руки-то крепкие. Так это стол профессиональный. Я там знаю технику, а ты же не отработал технику. Ну, техники нет. Привезите нам стол сюда, и Для мы армрестлинга. сделаем отдельное видео. Ну ты знаешь, что я с мужчинами не люблю бороться. Почему? Клянусь. Но для меня мужчина это такой интересный вариант. С мужчиной можно общаться, там, дружить, принимать подарки, проводить как-то время приятно, но не бороться же. Не, ну, если мы сейчас переходим из разряда там общения в разряд, ну так, по фану, а давайте-ка соревнования устроим, Да. почему бы нет? Ну да. Привезите нам стол. Нет, Виктория одно дело там, да, с женщиной, которая там, не знаю, ну просто женщина, да, которая, а другое дело с профессиональным спортсменом. Вот я же поняла, какая история. Я поняла, ну То есть да. я бы простой женщине не сказал, ну, пойдем на руках поборемся. Это как-то выглядит странно, но вы-то титулованные. Да, у меня куча медалей. Надо будет как-то рассказать. Андрей обалдел от меня. Да, Так что я оказывается. могу еще работать в сфере бодигарда. Конечно. Ну классно. На чемпионате России выступала. Легко. Видите как? Ну, как-то это На все. чемпионате России, но там уже колят эти мужские гормоны, там уже неинтересно. Там либо ты остаешься женщиной, либо ты превращаешься в мужчину, поэтому я ушла. Расскажите про детей, чем они тут занимаются? Дети у меня ходят в дошкольное учреждение. Вот, оно, наверное, как не совсем дошкольное, потому что работает оно по оксфордской программе, вот, по британской получается, и дает подготовительный уровень перед основной школой. То есть там есть два уровня KG1 и KG2. Вот на KG1 у меня как раз старшая дочь. Международные пошли, да? Да. Молодцы. А значит, сын у меня на уровне прескул. Ну, потому что ему 3 года еще, и, соответственно, вот он там грызет гранит науки. Здесь вообще принято, я так понял, детей немножко пораньше вот в этот учебный процесс вливать. И вне зависимости от того, национальное это образование или интернациональное, все равно здесь стараются ну, там, к 3-4 годам уже, чтобы дети какие-то такие образовательные учреждения посещали и потихонечку вливались, так сказать, в процесс, в котором еще десятилетий, а может быть и не одно, находиться. Вот. У нас цель очень простая. Вот они ходят в такое место, где они единственные русские. Там много разных национальностей, ну, то есть там в Сейчас основном, языки конечно, через год говорить на английском будут. египтяне, да, мы вот цель такая, чтобы они немножко проще адаптировались, и чтобы вот этот пресловутый языковой барьер был снят автоматически. Это большой плюс. Сейчас, Да. сейчас без английского ты немножко лох. Не, ну согласись. Ну, какие-то минимальные знания, вот в любой стране, где бы я ни был, даже вот таксисты обладают минимальными бытовыми знаниями языка, которые позволяют объясняться с людьми. Вот. А еще я считаю, что если они изучат арабский, а это большой плюс, то это просто идеально. Ну, арабский там, так, их не мучают с арабским, он у них есть, Есть. но они понимают, что они, имеется в виду их преподаватели, педагоги, понимают, что для них это очень сложно, потому что это совсем другой мир, особенно письменный арабский, который выглядит совсем не так, как привыкли мы, да, вот, и, но нет, все равно что-то пытаются вот это вот выводить эти буковки с одной стороны на другую, то есть они же даже пишут не так, как мы, то есть мы привыкли слева направо, а у них немножко все по-другому, вот, и одновременно это усваивать и там, европейский подход там с латиницей условно. Еще мы их дома русской азбукой мучаем, естественно, вот, чтобы они
русский язык тоже осваивали потихонечку. Дочь уже потому что стремится сама читать. Она нас мучает, там, давайте читайте, а мы ее мучаем, давай-ка сама читай уже. Да, Тебе правильно, уже скоро 6 лет, давай начинай потихонечку. Вот. Начала она у нас соединять буковки в слоги. Вот. Ну, слоги в слова пока тяжело, но идем тоже этой дорожкой. Поэтому вот такой подход. Но арабский тоже, да. Мультифилологический. Супер. Не. У них мозг, будут у вас переводчики в этой стране. Не знаем, что, как пойдет, но вообще мы так далеко не загадываем, потому что... Можно дополнительно арабский брать, кстати. Пока вот им 3,5, у нас еще пока не сформировалось четкое понимание с дальнейшим образованием. Но тут в ближайшие 50 лет самая лучшая жизнь это будет тут. Я чувствую это, клянусь тебе. Так что... Хотелось бы в это верить. Так что покупайте квартиру в Египте! Да, вот так вот. Как это сказать? Мы тоже видим, что тут есть прям такие зоны, которые прям вот чувствуется, в них уже начали инвестирование, начали уже в них жизнь определенную, такую, другого уровня подселять. Вот, допустим, здесь есть хороший район, нам очень нравится Сахл-Хашиш. Да? Вот если пройтись по нему, ну, ты практически порой даже тебе кажется, что ты не в Египте. Да. Вот, поэтому вполне возможно, что за побережьем Красного моря, там, за вот этим районом там, Хургады, будущее, и не только будущее Египта, но и будущее, наверное, арабского мира, и, возможно, и европейского. Потому что здесь вот в нашем районе мы живем в Интере, там очень много европейцев, там прям вот это Штагенбергер эрия. Есть целое поселение европейское. Одни европейцы сплошные, да. Мы живем, кстати, в компаунде, который называется Paradise. Он вообще итальянский. Да. Там, ну, немножко русских, немножко... Хорошие квартиры там. Египтян, да, и остальные итальянцы и немцы. Квартиры там на европейский лад. Они, конечно, немножко уже некоторые с уставшей техникой и мебелью, но вполне себе приличные. И если кто-то будет в Хургаде, если будет желание поискать на долгосрок квартирку, вот предлагаю рассмотреть этот вариант. Да, мои координаты под видео, так что я вам помогу. Да я думаю, что вы тоже тут застрянете надолго, просто вы еще не поняли. Такси приезжает на месяц-два, потом 15 лет. Нет, ну, как это сказать, по климату и по там соотношению цена-качество нам, конечно, здесь нормально. Но это самое. Ну, здесь скучновато, откровенно. Скучновато. Тут нужно устраивать самим тусняк, понимаешь? Вот как я сама себе устраиваю. Нет, это все понятно. Скучновато немножко в другом смысле. Скучновато в том, что отсутствует привычный круг общения. Хочется же с друзьями. Хочется же там с родственниками. Значит, знаешь, что можно сделать? Просто пригласить их сюда жить. Ну, всех. Это не для каждого история. Не для каждого? Не всем подходит Египет, да? Кому не подходит? По-моему, Египет не подходит тем, кто немножко зашоренный, в смысле живет подходом, где родился, там и пригодился. Вот это, кстати, очень вирусное слово, кстати. Вирусное выражение, которое людям прививают с детства. Правда? Ну и, конечно, как любая история с пропагандой, она же работает. Вот есть у меня там товарищ, допустим, он говорит, ну вот а что я там буду делать? Я вот здесь знаю, сколько я заработаю. Работаю на стройке отделочником, ничего там супер-пупер не выполняет. Он говорит, ну я вот понимаю, у меня все четко. Я понимаю, сколько я получу, куда я пойду, чем я буду заниматься вечером, куда пойдут мои дети там учиться и так далее. И мне вот эта стабильность, которая, кажется, все в моих руках, позволяет спокойно жить. Это же иллюзия. А там я буду жить в стрессе, типа, вот сколько стоит моя работа там такая же там, в Египте? Ну, конечно, дешевле, чем в России, потому что здесь вообще стоимость труда ниже. Вот. А что будут делать мои дети? А как же там их привычный круг общения? А как же привычный мой круг общения? Мои привычные там, вот тут у меня мой диван, вот тут у меня мой стул, вот тут у меня там ларек с пивом там и так далее. Ну,
Я там иногда хожу с друзьями, встречаюсь в бар или хожу в баню. А как же без этого, без всего? Ну, вот. Что бы ты посоветовал мужчинам, которые хотят приехать сюда жить? Или вообще что-то хотят поменять в данный момент жизни? Ну, наверное, это совет не только для мужчин, но для любых людей, которые чувствуют какую-то неудовлетворенность. Я считаю, что все возможно. Вот, например, если брать наш пример, мы же не имеем каких-то сумасшедших доходов или очень стабильных высоких заработков. У нас нету счетов в банке на крупные суммы, которые позволяли бы нам безбедно существовать и не думать о завтрашнем дне, о пропитании и так далее. На самом деле мы живем достаточно скромно, но чтобы многие поняли, жить скромно в Египте стоит дешевле, чем жить скромно в городе Владимире, например. Да. Это действительно так, цены другие. Это первый момент. То есть надо не бояться, немножечко проанализировать, в том числе рынок, сколько тут чего стоит, сколько стоит аренда жилья, какое жилье можно за эти деньги получить, сколько стоит стандартная продуктовая корзина. И, наверное, можно сделать вывод. Это первый момент. Второй момент, немножко надо свою жизнь изменить и быть готовым к этим изменениям. То есть надо перераспределить основные фонды. Наверное, у многих есть какое-то имущество. До недавнего времени, например, у меня была машина. Но в прошлом году я ее удачно продал и вложил деньги в определенное имущество, которое мне, например, сейчас дает прибыль. Можно поступить таким же образом, а если пошукать, то у каждого, наверное, найдется какой-нибудь земельный участок ненужный, какая-нибудь квартирка ненужная. Но это я все, конечно, условно называю ненужным. Просто если немножко в своих резервах и в своем имуществе поразбираться, его можно перенастроить на жизнь, которая дает тебе возможность жить какое-то время, например, сезонно, или постоянно в более комфортных условиях. У нас эта тема связана с необходимостью. Как я сказал, у меня дети аллергики, нам пришлось этим заниматься и думать, а как бы провести осенне-зимний сезон в климате, который больше подходит нашим детям. Если у вас какая-то другая причина, тоже хорошо. Надо просто эту причину четко для себя обрисовать, не бояться ни в коем случае и попробовать. Во всяком случае, попробовать точно недорого. А уж получится, не получится, и для вас это или не для вас, посмотрите. Потому что, честно говоря, может быть, где-то повторюсь, такая жизнь не для каждого. Потому что Египет — это хорошее, приятное место. Но это все равно деревня, во всяком случае, здесь, в Хургаде. Не знаю, как там в Каире и так далее. Опять, надо понимать... В Каире шумно и тяжело. Что конкретно в вашей пирамиде Маслоу стоит наверху, что внизу и так далее. И как вы будете эти ваши потребности реализовывать в привязке к конкретному месту. Мы поняли таким образом. Кто-то, может быть, не найдет ответов на свои вопросы. Такое бывает. Поэтому я и говорю, что Хургада точно не для каждого. Мы сейчас покажем, где мы находимся. Море, смотрите, люди плавают, пляж. Так что общаемся и наслаждаемся морским воздухом, да? Ну что, товарищи, всем, наверное, до свидания. Если возникли какие-то вопросы непосредственно ко мне, может быть, отдельно по поводу моей жизни и работы здесь, к Виктории,
задавайте. Мы с Викторией на связи, ответим совместно. Если есть какой-то личный вопрос, Виктория его мне переадресует. Ну и, соответственно, там будут мои контакты. Можете напрямую писать. Мой телефон, Viber, WhatsApp, Telegram. Всегда рад, отвечу. Чем смогу, помогу.